Совсем недавно на международной выставке в Милане производители выкатили свои обновления, а также абсолютно новые модели мотоциклов. В сегодняшнем выпуске я представляю вашему вниманию 6 самых ожидаемых новинок 2022 года. И начнем мы с Kawasaki Z650 RS, который сочетает в себе современные технологии и ретро-стиль. Это круглая фара, плоское седло, литые колесные диски, выполненные под стиль спицевых, классическая приборная панель с двумя колодцами, широкий руль и круглые зеркала. Также мотоцикл может похвастать инновационной рамой Trellis. Она весит всего 13,5 кг, что наилучшим образом сказывается на общей массе мотоцикла и управляемости. В нее вставлен 649-кубовый рядный двухцилиндровый двигатель жидкостного охлаждения, который выдает 68 лошадиных сил максимальной мощности на 8000 оборотов в минуту и 64 ньютон-метра крутящего момента на 6700 оборотов в минуту. Средний заявленный расход топлива всего 4,5 литра на 100 км пути. Видимо, поэтому у мотоцикла небольшой бак, объем которого составляет всего 12 литров. Следующую новинку представил производитель Triumph, модель со спортивным уклоном Triumph Speed Triple 1200 RR, которая построена на базе Speed Triple RS. Новинка имеет полуобтекатель в стиле нео-ретро и клипоны. Сердцем RR является уже знакомый 1160-кубовый рядный трехцилиндровый двигатель, который выдает 178 лошадиных сил максимальной мощности на 10750 оборотов в минуту и 125 ньютон-метров крутящего момента на 9000. Подвеска Уоллен состоит из передней 43-мм перевернутой вилки и моноамортизатора сзади. За торможение отвечают два 320-мм плавающих диска и 4-поршневые суппорта Brembo Styrima спереди, а сзади установлен 220-мм диск с двухпоршневым суппортом. Везде угловая ABS. Ну и конечно вся современная электроника тоже присутствует. От Benelli, модель Tour Enduro TRK 800. Мотоцикл является более дорогой и крупной версией TRK 502. В его решетчатую раму вставлен 754-кубовая параллельная двойка жидкостного охлаждения, которая вырабатывает 76 лошадиных сил максимальной мощности на 8500 оборотов в минуту и 67 ньютон-метров крутящего момента на 6500, чего весьма маловато, учитывая немалый сухой вес мотоцикла в 226 кг. За торможение отвечают передние 320-мм диски с 4-поршневыми суппортами Brembo. Сзади установлен 260-мм диск с однопоршневым суппортом. У TRK 800 шестиступенчатая коробка передач и проскальзывающее сцепление, полностью настраиваемая перевернутая вилка Marzocchi и моноамортизатор с регулировкой поджатия и отбоя. Ход подвески 170 мм как спереди, так и сзади. Мотоцикл обещает весьма гуманный ценник в сравнении с конкурентами. Также удивили и Moto Guzzi, представив в свой столетний юбилей новую модель Moto Guzzi V100 Mandella. Это первый в мире мотоцикл с адаптивной аэродинамикой, дефлекторы которого могут выдвигаться, улучшая защиту райдера от набегающего потока воздуха. Максимально они способны снизить его давление на водителя на 22%. Также это первый Moto Guzzi, который имеет полуактивную подвеску, квикшифтер и наклонную ABS. Сердцем новинки является новый компактный 1042-кубовый двухцилиндровый V-образный двигатель с традиционным развалом цилиндров 90 градусов, но с жидкостным охлаждением. Он выдает 115 лошадиных сил максимальной мощности и 105 ньютон-метров крутящего момента, которые уже доступны с 3500 оборотов в минуту.
Следующая новинка апреля Touareg 660. Среднекубатурный эндуро комплектуется перенастроенным 659-кубовым двигателем с двумя параллельными цилиндрами и жидкостным охлаждением. Почти такой же движок установлен в моделях RS и Tuono 660. Небольшие различия находятся в верхней части двигателя. Фазы газораспределения подобраны для низких оборотов, чтобы добиться от двигателя большего крутящего момента. Теперь он выдает 80 лошадиных сил максимальной мощности и 70 ньютон-метров крутящего момента. Мотоцикл оснащается светодиодной оптикой, тормозами Brembo, трекшн-контролем, имеет режимы работы двигателя, а также систему контроля торможения двигателем, круиз-контроль и 5-дюймовую цветную приборную панель. С ноября на мотоцикл уже начался онлайн-предзаказ. Ну и завершает выпуск новый мотоцикл от Honda, модель NT1100. Этот среднекубатурный турист призван занять нишу недорогих туристических мотоциклов, ориентированных на широкий круг потребителей. Модель построена на основе платформы от Honda Africa Twin 1100 с рядным 1084-кубовым двухцилиндровым двигателем жидкостного охлаждения. Он выдает 102 лошадиные силы максимальной мощности и 104 ньютон-метра крутящего момента. NT1100 имеет стальную раму с алюминиевым подрамником, простые подвески в виде перевернутой вилки спереди и маятника ProLink с моноамортизатором сзади. За торможение отвечают два 310 мм диска с четырехпоршневыми суппортами спереди и один 256 мм диск с однопоршневым суппортом сзади. ABS доступна на всех версиях мотоцикла. NT1100 предлагается с двумя коробками передач на выбор, классическая шестиступенчатая механика и роботизированная с двумя сцеплениями DCT.